Watson family is a fourth generation Watsons to be in the wallpaper industry. It started with Walter Watson back in the 1880s, and they've been able to pass their skills down to us. Now we distribute to about 60 countries, and at Surface Print we have many wonderful customers all around the world. Здравствуйте. We have many printing techniques here. Здравствуйте. У нас презентация английского бренда 1838. Сейчас мы посмотрим ролик про производство, и представитель фабрики сейчас будет рассказывать про коллекцию. В ролике показывают, как они производят, какие у них есть станки. So along with the machine printing, we also have very skilled cool mixers here. All the mix are mixed by hand-eye coordination, so there's no computer kitchens, and it really shows the heritage and craft that we go back to. Ролик трехминутный. We have linked to the local colleges and apprenticeship schemes where we're training on the younger apprentices, keeping the craft and the skill alive. Здравствуйте. У нас в гостях представитель фабрики Surface Print 1838, английский бренд. Сейчас начнем рассказывать по коллекции. Не уходите. Это брат с сестрой. Они владельцы фабрики в третьем поколении. Или четвертом даже. Да, это я снимаю. Всем здравствуйте. Вот вам сейчас покажу нашего гостя. Машите. Hello. Такие очень красивые обои. Очень красивый мятный цвет, но, к сожалению, тут не передается на видео. Красивый дизайн, значит. Объемный такой, с крошкой. Все, давай, наверное, это. Давай. Закончим, так сказать, короче. Okay, I think it's time to go to the second part. Yes, to finish about the collection. Я думаю, что давайте сейчас про технологии мы поговорили, Да, вы знаете, мы про технологии рассказали. Сейчас, я думаю, мы немножко пробежимся по тем коллекциям, которые были, ну так сказать, по финальному продукту применения этих технологий. Немножко пробежимся по коллекциям для того, чтобы вы имели представление о том, что они делают сегодня. Okay. So, when we launched 1838, we launched two collections, Rosemore and Avington. Мы начали именно свой бренд 1838 с двух коллекций, Rosemore и Avington. Rosemore is based on
English country gardens. That's where all the names comes from. Роузмор был центром этой коллекции, был британский сад цветов, отсюда и название. Rosemore is quite a soft, gentle collection with lots of florals and nice pastel pinks and greys colours. Коллекция была достаточно мягкая, интеллигентная, в пастельных тонах, с цветочными дизайнами. What you see here is where the design inspiration came from. So these designs here were what were painted, that were what we used to create the wallpaper. Да, кстати, вот это интересно. Сейчас он рассказывает, откуда берутся вообще дизайны для обоев. То есть вот дизайн, который был в коллекции Rosemore, называется Rosemore, он был взят вот с этой картины и адаптирован уже непосредственно для того, чтобы печатать на обоях. These were painted around the 1960s, which just shows how design never loses its touch. Design comes around every 20, 30 years. You never have a brand new design. Design is. These are the original paintings of the design. Okay. And who do these paintings? They were my father or my father's family. Значит, этот дизайн был отрисован еще в 60-х годах прошлого века, и когда мы его стали использовать в современной жизни, да, он был достаточно хорошо принят. Это говорит о том, что дизайны, хорошие дизайны, они сохраняются десятилетиями. So the second collection we launched with Rosemore was Avington. And Avington is based on English stately homes. So all the names are after English stately homes around the UK. Harewood, Broughton, Avington, etc. Эвингтон — это коллекция, которая посвящена уже английским домам, и вся она вращается именно вокруг идеи домашних интерьеров. And this collection is a bit more stronger, a bit more bolder than Rosemore. Goes through a bit more shine. A few more metallics, and there's the Harewood lovely chinoise design. Эта коллекция уже не такая мягкая, не такая обтекаемая, то есть она уже более сильная. И вот те дизайны, да, которые вы видите, уже появились дизайны с фольгой, дизайны с пробкой. And this design here, the Faversham, is the one I talked about before, which was the digital and flock, so two technical processes combined to produce this wonderful wallpaper. Вот этот дизайн внизу, да, который вы видите посередине, это тот самый дизайн, на котором применяется технология одновременно и цифровой печати, и потом уже нанесения флока. And again, you see the two pictures here, this top corner and the design here. That's where the inspiration came for the Harewood and the Avington designs from these original drawings, again dating back to the 1950s, 60s. Да, вот сейчас вы как раз видите, как выглядят те архивы, которые у них, данные дизайны были отрисованы и хранились в архивах с 50-х, 60-х годов прошлого века. Our third collection was the Camellia collection, which we launched in September 2017, and this includes our best current seller at the moment, which is the Madama Butterfly. Это наша третья коллекция, она называется «Камелия». Мы ее запустили в сентябре 2017 года, и вот сейчас наш самый продаваемый дизайн – это дизайн, который называется «Мадам Butterfly». The inspiration for this collection was taken from the glasshouse era of the Victorian age in England. Вдохновением этой коллекции была викторианская эпоха в Англии. Again, a bit more contemporary than the first two collections. It's a bit more softer patterns and softer palettes used to colour the collection. И в отличие, и она сочетает как современные, более современные дизайны, так и более мягкие цвета, чем в предыдущих двух коллекциях. Our fourth collection was the Aurora collection, and this was taken it was based on an island getaway. So everything interesting that came from an island or a forest.
Третья коллекция четвертая коллекция называется «Аврора», и вдохновением для нее уже стало посещение островов, посещение лесов. This includes lovely designs such as this patina, which uses the particle ink, the pebbles, which is the beads. This is a lovely 12-color surface print, and the glade is a lovely digital print on the fibrous nonwoven. Дизайн под названием Pebble, там используется стеклярус, дизайн Аврора, который в левом верхнем углу, там используются все 12 цилиндров станка для производства Surface принта, и дизайн, который называется Glade, это цифровая печать. Our fourth collection was the Capri collection, which was based on the Mediterranean after the island of Capri in Italy. And this was our first introduction of the Bella Vista, which was our first digital panel. Следующая коллекция называется Capri, и в продолжение темы предыдущей коллекции посещения островов, эта коллекция посвящена Средиземноморью, и в этой коллекции впервые мы использовали цифровую панель, которая называется Bella Vista. Вот она как раз правый верхний угол, да, на стене рядом с открытой дверью, вы видите как раз именно эту панель. Obviously, being based on the Mediterranean, there's beautiful, colourful designs. You know, a lot is based on the sea. You know, sea ferns. There's a coral and the Felice, which is a lovely sea fern, and there's a lovely mosaic, all based after the island of Capri. Поскольку мы говорим о Средиземноморье, то мотивы здесь используются очень близко связанные с морем. Здесь используются цвета, такие цвета, как коралловые. Здесь много именно цвету уделяется внимания. The next collection was our murals binder, which is here, and this was based on the success of the Bella Vista design from the previous collection. Следующая коллекция носила название Murals, и ее выпуск связан с тем, что очень большим успехом пользовался дизайн Bella Vista из коллекции Capri. And the idea behind this is because they're digital, they are all oversized designs, something that can't be produced by the traditional techniques, creating these lovely scene effects. Мы использовали цифровую печать для того, чтобы создать дизайны с большим повтором, чтобы эти дизайны действительно были внушительными, да, и их, к сожалению, невозможно производить с другой технологией, кроме как цифровая печать. And if you have one of these binders, the idea is that every 6 months we will send fresh designs out and keep adding to the binder, and this will help to fill the binder and always create new innovative designs to keep it refreshed. На самом деле, если вы посмотрите, мы ее выпустили в формате такого биндера, но не потому, что у нас было мало дизайнов, а потому, что мы хотим каждые полгода дополнять ее другими дизайнами и будем каждые полгода высылать новые вложения для того, чтобы расширять эту коллекцию. A lot of attention has been put into this binder by myself, and obviously with the big designs, we want to utilize all 5 walls when we say that the ceiling is classed as a wall to us, and we have the plain papers to use with the big designs. Поскольку мы считаем, что эту коллекцию можно использовать как панорамную коллекцию, эти обои можно использовать как панорамные по всей стене, мы также считаем, что можно клеить не только 4 стены, но все 5 стен, включая потолок. Поэтому в качестве для 5-й стены, для потолка у нас там есть специальные фоны, которые можно использовать. As you can see from these images here, it's important that, you know, not only is there colour on the walls, but there's colour on the doors, on the skirting, and on the ceiling. Because otherwise, your eyes, if you leave them white, your eyes are drawn to the white and not the beautiful designs. So that's why it's always important to colour the. Я не знаю, надо ли это дизайнерам объяснять, но я переведу. Значит, он говорит о том, что для того, чтобы создать интерьер,
его невозможно создать из одних обоев, да, поэтому очень важно компоновать цвета как с, ну, так как вы видите во фотографиях, и с дверями, и с мебелью, и для этого, собственно говоря, они сделали вот эти фоновики, которые можно на потолок использовать, поскольку если глаза привыкли к белому, да, чтобы все вокруг было белое, очень сложно будет именно создать интерьер с какими-то вот подобными вещами. The end design is called Paradise Found, and this is the sort of favourite design from the buyer at the moment. This is the one that's getting all the attention. Последний дизайн, который вы видите на экране, это дизайн, который называется Paradise. И сейчас это наиболее впечатляющий дизайн из тех, которые мы сделали для этой коллекции. More recently, we launched the LOD collection in September this year, and this is based on the 1930s Art Deco trend of the UK. В сентябре этого года, то есть месяц назад, мы представили новую коллекцию LOD. From the designs, you can see that everything is very bold, big statement designs, very quite strong colours, very dark greens, dark blues. Very innovative and very attractive. Мы использовали здесь более привлекательные яркие цвета, более яркие дизайны. Вы здесь увидите как геометрию, так и тропические дизайны, флоки. It's only early days, but the collection LD is having a fantastic reception with the world market of wallpaper. So we're hoping for good sales. Мы только-только представили эту коллекцию, но уже получили прекрасный отклик от наших клиентов по всему миру и уверены, что она будет очень успешной. Thank you very much, everyone, for listening. If there's any questions, please ask. Большое спасибо, что послушали все. Если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь. Thank you. В 2017 году. Можно я спрошу? Не знаю, откуда я помню, но у меня в голове еще сидит факт такой из истории о том, что королева Англии Анна все время ввела в 1712 году налог на обои. И отменен он был только спустя 100 с лишним лет, в 1830 году. В это же время, оказывается, начинает работать с машиной, да? Вот эти два факта как-то связаны, и что из них следует, что причина? Отвечать будет Джеймс Уотсон. James, there is a question asked that, as we know, it was some sort of tax for the wallpaper manufacture from the 18th century till 1830s. And only after this tax was finished, and then you have introduced the machine. Do those facts, the difference in time is very low between the tax was finished and you introduced the machine. Do these facts have any link between that? Yes, there was a tax, and it was basically because everything was hand printed. It was very rare. It was a very slow process. So it was very hard to get hold of. When the machines came around, все каталоги присутствуют у нас в офисе на Ленинском проспекте, дом 32, офис компании Ледимор. Приходите, смотрите. Очень красивые коллекции. На самом деле дело в том, что да, действительно это связано. Связано это таким образом, что до того, как появилось именно промышленное производство, производство ручное, оно было очень долгим, дорогостоящим процессом. Ну, это как налог на богатых. Соответственно, когда появилось промышленное производство, то обои стали доступны большему количеству людей, и их налог просто отменили. А теперь я предлагаю сделать общее фото. Общее? Да. Давайте вместе сделаем. Так, мы заканчиваем эфир. Спасибо за просмотр. Приходите к нам в офис посмотреть прекрасные каталоги. 18:38. Завершим.